Привет! С вами журнал Мотоэксперт, я Дмитрий Федотов, и сегодня у нас на тесте туристический эндуро QJ Motor SRT 900 в исполнении SX. Нынешнее видео, сегодняшнее, оно очень такое большое, важное, интересное лично для меня по трем причинам. Во-первых, за камерой Антон Попов, которого вы можете помнить по старому бумажному журналу Мотоэксперт. Если вот нас смотрят такие прям старые прожженные фанаты Мотоэксперта, привет вам. Во-вторых, это мое первое знакомство с мотоциклами бренда QJ Motor. Я их видел прежде, я их видел на дорогах, но вот чтобы прокатиться в седле, это первый опыт, и мне очень интересно вообще попробовать эту марку. Ну и, наконец, в-третьих, для того, чтобы на этом мотоцикле прокатиться, для того, чтобы устроить тест-драйв и снять это видео, я приехал из Черногории в Сербию, в столицу Сербии, в город Белград, который весь такой яркий, такой живой, такой бодрый, интересный. И этот мотоцикл я взял у сербского импортера QJ Motor, компании Автопроmet Motors, где, собственно, есть эти мотоциклы в тесте. Помог мне в этом всем мой друг с каналом в Инстаграме и в Ютубе Шоне Сан. И я на него дам ссылочку в описании к этому видео, и на Автопроmet тоже дам ссылочку. Итак, поехали! И вообще вам покажется странным, и мне тоже кажется немножко странным, все-таки мы снимаем туристический эндуро, то есть это мотоцикл про грязь, про путешествие, ну вообще не про город ни разу. И вот сегодня был выбор, либо поехать просто на шоссе куда-то в Пампасы, в лес и снять там этот мотоцикл, ну просто на природе, либо покататься на нем по Белграду. И я подумал, послушайте, ну мы сколько мотоциклов уже тур-эндуро сняли где-то на шоссе. И один тест похож на другой. И вот эта возможность прокатиться по другому городу, мне его вам показать, она дорогого стоит, во-первых. А во-вторых, ну, мы на туристических мотоциклах, конечно, ездим много, но, согласитесь же, мы иногда на них куда-то приезжаем. И вот это куда-то приезжаем, а как вообще вот на тур-эндуро, на котором классно путешествовать, как на нем вообще в городе. И с этой точки зрения мне тоже было интересно посмотреть на QJ Motor и покататься на нем вот по пробкам, по узким улицам, по вот этому трафику, который очень напоминает, я даже не скажу московский, а просто среднероссийский. И это, конечно, интересно и самому попробовать в этом оказаться и показать это в видео. Поэтому не ругайтесь, мы сняли видео не на оффроуде, не просто так, не потому что мы там не умеем ездить. Вот. SRT 900 в исполнении SX. Во-первых, исполнение SX это когда на спицах. В исполнении S мотоцикл на 17-дюймовом литье. Это важно проартикулировать. Что касается дизайна. Дизайнеры QJ Motor постарались, и это видно. Что они сделали? Первое и самое главное, на чем сделан акцент, это передняя светотехника. По форме она напоминает маску кроссовых очков. То есть, если вы посмотрите то, как она нарисована, как она сделана, это абсолютно кроссовые очки. И, во-первых, это сама по себе идея интересная, свежая, ни у кого не заимствованная, ни у кого не подсмотренная. А во-вторых, в мире, где все мотоциклы с каждым годом становятся все более и более похожи друг на друга, вот эта узнаваемость, она становится особенно ценна. То есть, когда QJ Motor едет по дороге тебе навстречу, ты его безошибочно угадываешь, ты его не перепутаешь ни с одним другим мотоциклом. И с одной стороны это хорошо, и с другой стороны вот сама идея, ну просто красиво. Вторая фишка, которая мне в этом мотоцикле нравится, это то, как они визуально отделили вот тело мотоцикла, саму тушку, образованную баком, вот этими боковыми обтекателями и передним крылом. Визуально они немножечко отделены на это первый этаж, это второй этаж с фарой и ветровым стеклом. Такая немножко концепция, которая как будто бы была заложена еще в первом поколении Ducati Multistrada. Вот это разделение на первый этаж мотоцикла и второй этаж фары и башни с ветровым стеклом. Это тоже интересно, и это классно выглядит. Единственное, что можно сказать про силуэт этого мотоцикла, да, он в целом гармоничный, он нормальный для туристического эндуро, но вот как по мне, бак немножко непропорционально выше, чем он должен быть. Но это такой компромисс, на который пошли инженеры. То есть, с одной стороны, они, конечно, могли бы сделать бак ниже, и это выглядело бы более спортивно, более стремительно,
более как-то гармонично, может быть, но они сделали бак выше, чтобы в него влезало больше бензина. Объем этого топливного бака 24 литра. То есть на одном баке этот мотоцикл может проехать больше 300 километров, что для туристического эндуро, конечно, очень и очень важно. А шасси этого мотоцикла состоит из стальной трубчатой рамы. Это птичья клетка, которая состоит из стальных тоненьких труб и отливок. Вот это все литье тоже очень тонкое, очень красивое, очень ажурное и очень все аккуратно и красиво сварено. То есть здесь сварные швы, видно, что это варил робот, что это варил конвейер, что это не варил человек. Очень добротно и очень приятно все сделано. И что очень важно для туристического эндуро, здесь подрамник – это отдельная деталь. Подрамник – вот место, где он прикручивается. И пусть вас вот эта накладка в заблуждение не вводит, потому что она очень похожа на алюминиевую отливку, и кажется, что подрамник здесь вот этой отливочкой прикручен. Нет, подрамник здесь нормальный, трубчатый, а это просто декоративная накладка. Почему отдельный подрамник важно? Я прям не устаю про это говорить, потому что если что-то случилось, если вы мотоцикл уронили, подрамник загнули, вам не надо раму списывать, вам не нужно искать стапель. Вы открутили здесь два болта, вы открутили здесь два болта, поставили новый подрамник, и у вас снова мотоцикл ровный. Вы не боитесь перегрузить его, вы не боитесь, что с ним что-то случится, потому что, что бы с ним не случилось, вы открутили и прикрутили новый, или сняли, подварили старый, поставили назад. Это очень удобно. Мотоциклы, у которых рама и подрамник сделаны одной деталью, они имеют место быть, просто это не adventure байки. Мотоцикл, на котором вы путешествуете, мотоцикл, на котором вы ездите далеко, вдали от асфальта, он должен быть максимально ремонтно-пригодным, и инженеры QJ Motor это очень хорошо понимали. Что еще они понимали? Еще они понимали, что такое езда с пассажиром на большие расстояния. Во-первых, водительское седло здесь довольно широкое. Здесь я не скажу, что узкая талия, оно не сильно заужено к середине мотоцикла, оно довольно широкое, оно пухлое, оно высокое. И пассажир у нас здесь поднят на свою высоту. То есть, когда вы сидите и сидит ваша жена сзади, она вам не бьется головой в шлем, она сидит немножко выше вас. И это супер удобно с той точки зрения, что, во-первых, пассажир видит дорогу, ему не нужно из-за вас вот так выглядывать, а во-вторых, это просто комфортней, безопасней и удобней. И еще вот эта разница высоты подушки водительского седла и подушки пассажирского седла дает вам как бы немножко поясничный подпор. Вы в рамках этого седла тоже можете двигаться, можете придвинуться немножко к баку, устали, отодвинулись сюда, чуть-чуть поясницы уперлись и едете. То есть возможность поменять положение за рулем, когда ты едешь 5-6 часов, она очень и очень ценна. И здесь очень круто, что инженеры это все учли. Ну и пассажирские ручки здесь тоже есть, удобные, за них классно держаться. И вот я чуть-чуть с пассажиром покатался, пассажир доволен. Что я могу сказать? По высоте. Высота по седлу исполнения S 815 мм, но в нашей версии, в исполнении SX, высота 835 мм, что тоже не так уж и много. То есть я с ростом 195 сантиметров двумя ногами достаю здесь легко. Человек среднего роста в любом случае как минимум одной ногой до земли будет дотягиваться уверенно. Мотоцикл рассчитан на людей с довольно разным ростом. QJ Motor SRT 900 – мотоцикл, созданный, чтобы понравиться всем. Он очень универсальный, сбалансированный и усредненный. Это не значит, что у него нет характера, но чего-то такого, что в нем запоминается надолго, нет. В памяти остается разве что приборная панель, перенасыщенная информацией самого разного толка. Удивительно, как китайцы научились рисовать вполне себе европейский дизайн самого мотоцикла, но вот графика приборной панели приятный получается крайне редко, а стильный, как, например, на BMW, почти никогда. Туристический эндуро в городе? С одной стороны, это странно, с другой, все равно же все ездят. У кого-то один мотоцикл и для путешествий, и для поездок на работу, а кому-то просто нравится сидеть верхом на высокой и крупной штуковине. И SRT 900 SX для этого подходит. Не так, как исполнение S на литых колесах, но все же.
Да, руль широкий и между рядов нужно протискиваться. Зато рукоятки руля посажены высоко и пролезают над зеркалами легковых машин, а сам руль имеет довольно большой угол поворота. Маневрировать сложнее, чем на Naked, но все еще комфортно. Ветрозащита средняя. На скоростных магистралях стекло хочется поднять выше, чтобы совсем спрятаться за ним. А в городе на жаре, наоборот, опустить ниже, чтобы обдувало. Без регулировки грустно. Спасает разве что продуманный отвод горячего воздуха от радиатора. При включении вентилятора охлаждения жар сдувает как бы немного перед ногами. Что еще? Масса. Мотоцикл не ощущается тяжелым, даже когда едешь с пассажиром. Контролировать его все еще легко. С лишним весом бороться не приходится. Да и возможность доставать обеими ногами до земли – большой плюс, здорово облегчающий процесс передвижения по пробкам. Кстати, сам маршрут у нас довольно интересный. И по пути я расскажу вам про несколько достопримечательностей Белграда. Храм Святого Саввы – строение поистине уникальное. Его историю можно сравнить разве что с легендарной церковью Саграда Фамилия в Барселоне, которая строится вот уже 143 года. Святой Савва – основатель сербской православной церкви и национальный герой страны, живший в XII-XIII веках, пожалуй, самый почитаемый святой в Сербии. Место для храма было выбрано еще в 1894 году, ровно через 300 лет после того, как мощи Саввы были сожжены, как считается, на этом самом месте турецким правителем Синан Пашой в назидание за бунт местных жителей против османского владычества. Храм построен в монументальном византийском стиле. За образец был взят собор Святой Софии в Константинополе, ныне известный как мечеть Айя София. Оба храма примерно одинаковы по размерам, но Белградский чуть выше, а его купол имеет чуть больше диаметр. Его проектирование и постройка прерывалось двумя мировыми войнами, социалистическим периодом и балканскими войнами в 90-х. В итоге стройка завершилась 126 лет спустя. Внутри храм практически сплошь покрыт мозаикой, созданной совместно с российскими и сербскими мастерами. По шасси. Здесь стоит телескопическая вилка перевернутого типа Марзоки, вилка итальянская, не китайская, с диаметром труб 50 мм. Ход колеса 161 мм, и очень важно отметить, что вилка полностью регулируемая. То есть здесь регулируется и преднатяг пружины, и жесткость гидравлики. Регулировка механическая есть на обоих перьях. Что касается тормозных механизмов, тормоза здесь как на настоящем спортбайке. Два 320-мм тормозных диска, которые работают в паре с 4-поршневыми Brembo с радиальными креплениями и с армированными тормозными шлангами. И еще очень важно, что QJ Motor настолько не экономили, что они не только сюда поставили брембовские суппорта, они поставили еще и тормозную машинку. Главный тормозной цилиндр здесь тоже от компании Brembo и радиальный. То есть это максимально крутое и жирное инженерное решение, которое сюда вообще можно было поставить. Что еще? Еще хочется обратить внимание на очень большой диаметр оси переднего колеса. Нам кажется, что это мелочь. На самом деле, чем больше эта ось, тем острее мы чувствуем переднее колесо, и тем более точная и четкая управляемость. И инженеры это тоже понимают. Я не знаю, китайские инженеры это понимают или итальянские, но сам факт вот оси такого диаметра сразу нам говорит о том, что мотоцикл делался с любовью. И с любовью не просто к мотоциклизму в целом, а к мотоциклистам, а с любовью к езде быстрой, к езде интересной. Что касается колес. Колеса у нас здесь в исполнении SX спецованные. 19 дюймов диаметр переднего колеса. Оно бескамерное, оно спецованное, и здесь есть датчики давления в колесах. Причем не просто давление, они еще и показывают температуру в колесах. То есть, что еще можно придумать, я не знаю. Но круто, что такой богатый функционал, и это все вот уже в базовой комплектации. Единственное, что меня здесь смущает с точки зрения использования этого мотоцикла на бездорожье, это довольно низкое переднее крыло. Когда мы ездим по каким-то твердым грунтовкам, по грейдерам, все будет хорошо. Но если мы окажемся в жидкой грязи, которая как валик наматывается на переднее колесо, то вот это крыло нам придется
как-то демонтировать, либо поднимать выше, потому что сюда будет набиваться грязь, и это будет мешать вращению переднего колеса. То есть я понимаю, что они его попытались немножко повыше сделать, но для серьезного бездорожья этого будет недостаточно. С другой стороны, мы понимаем, что колеса размерностью 19 и 17 дюймов это не 21 и 18. То есть это все-таки такое среднеразмерное бездорожье. И, наверное, производитель не совсем подразумевает, что мы будем совсем топить в болоте. Но даже для 19-го колеса мне бы хотелось все-таки поднять переднее крыло чуточку повыше. Задняя подвеска. Задняя подвеска у нас состоит из двустороннего алюминиевого маятника, который, вот хочется это прям особенно отметить, очень интересно оформлен. То есть он покрашен такой шагреневой краской. Это не текстурка, это именно шагрень, напоминающая как будто какой-то гранит. И сделана еще так называемая алмазная шлифовка. Вот эта линия, она специально прошлифована поверх краски. То есть видно, что старались, даже вот, казалось бы, маятник, это просто рычаг подвески. Кто на него будет смотреть? Но нет. И покрасили, и шлифанули, и получилось прям очень красиво, очень интересно, очень аккуратно. Маятник работает в паре с моноамортизатором, причем этот моноамортизатор установлен несимметрично относительно осевой линии мотоцикла, он смещен вправо. Не знаю, зачем это сделано. На каком-нибудь Kawasaki Versys, на котором амортизатор смещали вправо, было понятно, что хотели сделать максимально короткую колесную базу и максимально плотненько все скомпоновать, амортизатор не влезал посередине. Но здесь для него явно есть место. Видимо, решили просто придать мотоциклу какую-то особенность, какую-то фишку. При этом амортизатор работает без каких бы то ни было рычагов прогрессии. И, наверное, для мотоцикла двойного назначения, для Adventure Bike это не так плохо, потому что ломаться нечему. У вас, по сути, вот маятник, вот рама, никаких дополнительных подвижных элементов, меньше узлов нужно смазывать, меньше подшипников, меньше в целом каких-то деталей, подверженных износу или риску поломки. Амортизатор у нас, разумеется, тоже регулируемый. И, разумеется, у него регулируется не только преднатяг пружины, но и гидравлика. Вот здесь регулировка под шлицевую отвертку. Можем сделать гидравлику помягче или пожестче. Что касается задних тормозов, то здесь у нас двухпоршневой Brembo, что тоже важно. Обычно ставят однопоршневой плавающий, но здесь поставили двухпоршневой. И работает он в паре с тормозным диском диаметром 260 мм. Очень важно, что все эти тормоза работают под присмотром системы ABS. ABS-система, разумеется, от компании Bosch. И так как мотоцикл у нас современный, и так как он сделан для того, чтобы конкурировать со всем большими брендами, ABS здесь еще и современная, которая учитывает угол наклона мотоцикла в повороте и корректирует свою работу в соответствии с углом наклона мотоцикла. Это супер-супер важно. Дорожный просвет нашего мотоцикла 210 мм, что на самом деле немало. И еще очень важно отметить, что кажется, что двигатель здесь никак снизу не защищен. Но на самом деле здесь есть защита поддона. Она просто очень маленькая. Там вот такой вот маленький металлический поддончик, причем из довольно толстого металла, который защищает именно картер двигателя. Здесь проходит труба глушителя, которая одновременно тоже защищает немножко наш поддон. А здесь стоит отдельная защита. То есть мотором не страшно удариться обо что-то, об какое-то бревно, какой-то камень, потому что поддон вы здесь, скорее всего, не пробьете. Что еще? Колесная база 1540 мм, что не сказать, что мало, но и немного, золотая середина. А масса здесь довольно-таки внушительная. Снаряженная масса этого мотоцикла 263 килограмма, в которую еще входят 3 алюминиевых кофра, которых у нас здесь нет. Верхний кофр не оригинальный, и вот с ними у него 263 килограмма. Это с полным баком на 24 литра. Кажется, что это много, но за счет того, что центр тяжести у него довольно низкий, и сидишь ты в нем как-то удобно, эти 263 килограмма ты в седле не ощущаешь даже 200. Это магия, которая вот ровно обусловлена центром тяжести. Когда вы этот мотоцикл уроните на бок, или когда вам этот мотоцикл нужно будет на руках поднять, закинуть, например, в пикап, вы эту массу почувствуете. Но когда вы сидите за рулем, когда вы именно управляете мотоциклом, даже на перекладках из одного глубокого поворота в другой,
у вас эта инерция, у вас эта масса, которая по цифрам большая, она не то чтобы сильно ощущалась, и уж тем более она не мешается. Но это, собственно, просто хорошая инженерная школа. У нормальных производителей именно так все и происходит, и QJ Moto меня в этом смысле очень сильно порадовали. Шасси – золотая середина, настроенная максимально универсально. Управляемость нейтральная. Насколько мотоцикл наклонил, настолько он и держится, не стремясь ни ко внутренней части поворота, ни к наружней. Стабильно, уверенно, прогнозируемо, но без изюминки. На нем можно ехать быстро, а можно наоборот, расслабленно и вальяжно, но с одинаковыми ощущениями. Открытием стали лишь настройки подвесок. Не знаю, заводские ли это регулировки или работа дилера, но сочетание жесткости гидравлики и преднатяга пружин мне показалось идеальным. Ехать с одной стороны мягко, с другой без слишком большой раскачки, свойственной длинноходным подвескам. Никаких хлевков вилки на торможениях. Она сжимается прогнозируемо и плавно. Обратная связь отличная. И опять же с усредненными настройками, когда комфортно и на высокой скорости на широкой магистрали, так и на извилистых серпантинах, где один глубокий наклон сменяется следующим. Идеально для балканских дорог, но лично мне нравятся другие настройки. Мне интереснее геометрия поострей, пусть и с меньшей стабильностью на высоких скоростях. Но это вкусовщина, а QJ сделан для среднестатистического мотоциклиста, который хочет уверенности во всех ситуациях разом. Что мне особенно понравилось, так это тормоза, которых сюда наложили с каким-то грандиозным запасом. Зачем? Чтобы наверняка знать, что механизмы не перегреются при активной езде по серпантинам с пассажиром и грузом. А вот при езде на пустом мотоцикле в одиночку они избыточны, и обращаться с ними нужно крайне аккуратно. Отель «Москва» не всегда был Москвой. Он был построен всего за 3 года, с 905 по 908, как дворец России. На тот момент это была крупнейшая частная постройка в Сербии, и открывал его лично король Петр I Карагеоргиевич. По нынешним меркам дворец России можно было бы назвать многофункциональным центром. Там была гостиница, офисы, квартиры, ресторан и, конечно, филиал страхового общества России, на чьи деньги и было построено здание. Изначально здание построили по проекту сербского архитектора Йована Илкича, а после Второй мировой войны его восстанавливал русский эмигрант Георгий Самойлов. Именно он добавил к проекту витражи и мозаики, ставшие одной из визитных карточек Белграда. Двигатель. Двигатель здесь у нас построен на основе уже известного мотора на QJ Motor 800-кубового. То есть это старый 800-кубовый мотор, которому увеличили диаметр цилиндра, увеличили ход поршня и добавили около 100 кубических сантиметров рабочего объема. То есть сейчас здесь 904 кубических сантиметра. Диаметр цилиндра вырос до 92 мм, то есть на 5 мм относительно 800-ки, а ход поршня вырос до 68 мм на 2,3 мм относительно 800-кубового мотора. В остальном здесь все так же: 2 цилиндра в ряд, поперечное расположение, 2 распредвала с цепным приводом, 4 клапана на цилиндр и жидкостное охлаждение. Сцепление многодисковое в масляной ванне, выжим сцепление тросом, коробка передач 6-ступенчатая с двусторонним квикшифтером. Из электроники. Электроники здесь довольно много, и она умная. Здесь есть traction контроль отключаемый, здесь есть круиз-контроль, здесь стоит электронная рукоятка газа и, соответственно, электронные дроссельные заслонки. И все это нам еще и позволяет выбирать режим работы мотора. То есть электроника, управляющая двигателем, супер современная, и здесь есть практически все, что вообще предлагают ведущие мировые производители. Что еще я могу сказать про этот мотор, и это прям очень-очень важно. Он сделан максимально аккуратно, он сделан максимально педантично. То есть, когда я смотрю на мотор нового BMW F900 GS, который я снимал в этом году, и который, наверное, в этом году будет опубликован, там мотор, кстати, китайский, от компании Lanshin. И когда ты смотришь на мотор BMW, вот здесь везде торчат сопли герметика. В QJ Motor так не делают. В QJ Motor все собрано на прокладках, все собрано максимально аккуратно. И вот по тому
с каким вниманием это сделано, с каким вниманием, как аккуратно отлиты все крышечки, как аккуратно все подогнано, как все красиво собрано, как нигде ничего не течет, нигде не торчит никакой герметик. У меня, честно говоря, вот это качество самого производства вызывает ассоциации со старыми классическими Хондами. Вот они были прям наверху того, как мотоциклы делали с точки зрения вот качества сборки, качества производства. Оно, может, и работало-то у всех хорошо, но у Honda это еще было выглядело, ну, прям ты понимаешь, что лучше не сделать никак, ты не понимаешь, как вообще возможно так аккуратно все сделать. И QJ Motor, они явно стремятся не только к тому, чтобы это хорошо работало, но еще и к тому, чтобы на это было приятно посмотреть, и в этом они прям преуспели. А еще мне очень нравятся болты. Посмотрите, они сделаны под головку, то есть они имеют и внешний шестигранник, и внутренний шестигранник под торекс. Я не знаю, зачем это сделано, но вот если бы я снимал эту крышку, я бы и хотел именно такие болты, потому что можно взять ключик на 8, можно взять торекс, что удобно. Сорвал торекс, пожалуйста, возьми головку, открути. Это очень здорово именно с точки зрения какой-то дружелюбности к людям, которые будут менять здесь, например, диски сцепления, когда они потребуют замены. Это важно. Так, ну и цифра, самое главное. Выдает наш мотор 95,2 лошадиные силы на 9000 оборотов в минуту, а пиковый крутящий момент достигает 90 ньютон-метров, которые мотор развивает на 6500 оборотов в минуту. И очень-очень важно, особенно для людей, которые не всегда хотят наваливать, которые любят ездить на моменте, которые не любят часто переключать передачи. 80% своего крутящего момента мотор выдает в диапазоне от 3,5 до 9000 оборотов. То есть его не нужно обязательно крутить, чтобы на нем ехать. 3,5 оборотов у вас есть, вы открываете газ и дальше вы едете на моменте. Не обязательно постоянно держать тахометр в красной зоне. Конечно, учитывая, что здесь почти литр, что здесь 900 кубов, было бы странно, если бы он где-то не тянул. Но производитель сделал на этом прям акцент. Его, если вам хочется ехать быстро, вы можете выкручивать мотор и наваливать на все почти 100 лошадиных сил. Но если вы хотите ехать в городе, в потоке, вы включили 4-ю передачу и ездите как на скутере. Супер эластичный мотор с очень большим рабочим диапазоном. И вы практически никогда не сталкиваетесь с ситуацией, когда вы открываете газ и вместо нормального энергичного ускорения вы получаете вот этот затык. Здесь вот 3,5, и дальше он пошел. И это максимально универсальные настройки, которые одинаково хорошо подходят как и для путешествий, так и для езды по городу, и так и для тех, кто любит открутить рукоятку и погонять по серпантинам. Молодцы. Мотор – сказка. Вибрации есть, не слишком навязчивые, но ощутимые. И на подножках, и на руле, и немного на седле, причем во всем диапазоне оборотов. Не раздражает, но к этому нужно быть готовым. Звук приятный, не слишком громкий, но благородный. В городе ему хочется добавить громкости, чтобы сделать мотоцикл более заметным. А вот на шоссе как раз то, что нужно для долгих путешествий. Понравилась отдача, когда крутящего момента достаточно даже на 3000 оборотов. И дальше его становится только больше. Отдача мотора линейная, без провалов и подхватов. Реакция на газ молниеносная. Особенно в режиме спорт, который я выбрал в качестве основного. Мотор эластичный, с огромным комфортным диапазоном оборотов, не требующий слишком частого переключения передач. Мне нравится, что он не провоцирует. Хочешь ехать медленно, чуть-чуть опережая поток, едешь медленно. Хочешь ехать быстро, пожалуйста. И в любом темпе комфортно. Рычаг сцепления понравился. Он плотный, под усилием минимум 2 пальцев, а значит и работать им в серой зоне, что особенно важно в пробках, легче. А вот коробка передач разочаровала. Переключения не самые внятные. Поймать нейтраль у меня с первого раза получается не всегда. А еще тут чрезмерно чуткий квикшифтер, отрубающий мотор чуть раньше, чем это нужно для переключения. Он требует привыкания и будет раздражать тех, кто касается педали коробки передач мыском, раздумывая, включить ли другую передачу или еще нет. Бранков мост, по которому мы сейчас едем,
на самом деле соединяет не просто два берега реки Савы, он соединяет два мира. Дело в том, что раньше границы между владениями Османской и Австро-Венгерской империй проходили именно по этой реке. На правой, как и сейчас, был Белград, и там правили турки, а на левой еще не было нового Белграда, а был город Земун, в котором заправляли австро-венгры. Сейчас это один большой город, в котором живут 1,5 миллиона человек. Тем не менее, разница между двумя половинами осталась. Так, ну и когда я говорю про то, что мотоцикл довольно увесистый по цифрам, нужно брать во внимание то, что он максимально хорошо и богато укомплектован. Мы говорим про 3 кофра. Здесь кофр не оригинальный, но оригинальные примерно похожей концепции еще и 2 боковых. Здесь дуги, причем скорее это даже не дуги, скорее это полноценная клетка, которая еще и замкнута. 2 половинки дуг замкнуты между собой спереди, сверху и снизу. То есть это прям защита, как будто у стандрайдерского мотоцикла. Что еще? Еще у нас здесь есть защита рук. И это не просто какие-то ветровые щиточки. Это прям полноценная. У меня такое чувство, что это даже алюминий, что это не пластик. Это прям жесткая металлическая защита. И, честно говоря, я не уверен, что это большое благо, потому что, когда у нас все-таки пластиковые кронштейны, мы мотоцикл уронили, щиточек отломали, но сами эти кронштейны стоят 3 копейки, мы его купили, поменяли, и у нас все здесь на месте. Металлический наверняка стоит дороже, и, скорее всего, просто так его там заварить в случае чего не получится. То есть я не уверен, что металлические вот эти кронштейны это прям большое благо, но приятно, что они, по крайней мере, постарались. Что еще? Еще у нас здесь стоят зеркала с системой контроля слепых зон. То есть у нас здесь есть индикаторы световые, которые загораются, когда куда-то в слепую зону подъезжает автомобиль. И нас об этом предупреждает. И, честно говоря, на китайском мотоцикле я такое вижу впервые в жизни. Дальше. Трекшн контроль, круиз контроль, обогрев рукояток, обогрев седла. Это все штатная комплектация. То есть здесь вот все как у большого дорогого гуся за доплату. Здесь это все в базовой комплектации. Важно, что обогревы имеют ступенчатую регулировку, а значит, вы всегда можете выбрать нужную степень прожарки. И есть здесь и встроенный видеорегистратор, сохраняющий записи в свою собственную внутреннюю память. Скачать их на смартфон можно с помощью специального приложения RoadCam в течение суток после того, как они были сделаны. Единственное, что тут нет, здесь нет системы бесключевого доступа. Здесь и руль, и замок зажигания, и топливный бак. Здесь все под обычный механический ключик. Но, на мой взгляд, это не великий недостаток и не то, без чего нельзя прожить. Что касается пультов. Пульты здесь свои, оригинальные и очень интересные. Кнопок много, нажимаются они все одинаково и все довольно-таки приятные. Пульты, честно говоря, производят впечатление благостное. Флажок включения круиз-контроля почти такой же, как на BMW, очень похожий, интуитивно понятный. Навигация по меню приборной панели тоже все плюс-минус органично, логично и комфортно. Приборная панель. Приборная панель здесь просто безразмерная. Здесь огромный iPad. Цветной, цифровой, супер информативный. Здесь можно выбирать разные стили того, как это все будет выглядеть. Но в целом, вот по умолчанию, мне это все очень нравится. Тахометр, спидометр, часики, выбранный режим работы мотора, весь набор индикаторов контрольных ламп, температура, уровень топлива, температура давления в шинах, пробеги, включенная выбранная передача. Плюс в меню приборной панели, если мы полазим поглубже, можем выбрать интерфейс, настроить часики, яркость, выбрать, в чем будет отображаться индикация, это километры в час или мили, выбрать язык, информация, и также мы это все можем синхронизировать с мобильным телефоном по Bluetooth. То есть мы сюда можем зеркалить, например, навигацию с нашего смартфона на этот большой
экран, что на самом деле супер удобно. И чтобы наш телефон не высадился, пока мы им отображаем экран на приборную панель, здесь есть штатный разъем USB для того, чтобы мы наш телефон могли заряжать. Так, ну и что, попробуем сесть в седло и посмотреть, как оно из седла. Так, вот, рост 195 сантиметров, обеими ногами достают до земли, и ноги еще и согнуты в коленях. То есть человек со средним ростом здесь будет себя чувствовать вполне комфортно и ногами дотягиваться будет. Так, рукоятки с обогревом, кстати, справа, где хочется видеть кнопку стартера, здесь клавиша включения аварийной сигнализации. А кнопка стартера у нас на кнопке Kill Switch, ну, на одной кнопке. Вверх мотор заглушили, вниз эту же клавишу нажали, двигатель запустили. Что касается седла, оно широкое, оно довольно мягкое, и в нем прям чувствуется, что можно проводить довольно много времени. Я, как вы видите, большой, и здесь все равно в этом седле я могу немножко подвинуться вперед, могу отодвинуться назад, поменять посадку, поменять свое положение, что тоже очень здорово с точки зрения путешествий. Ветровое стекло здесь, я вот, честно говоря, регулировки высоты его не вижу. И как будто бы ее нет. Что на самом деле для туристического мотоцикла не здорово. Иногда хочется стеклышко поднять, иногда опустить. Но нет. Нет. Регулировки высоты здесь, к сожалению, не доложили. И это прям, ну, некоторая проблема. Сегодня стандарт класса — это когда уже оно, если не с электрическим приводом, то хотя бы с какой-нибудь механической штукой его можно поставить повыше. Руль широкий, и руль, что очень важно, переменного диаметра. То есть у основания он более толстый, к рукояткам он становится тоньше. Ну, собственно, как и положено современному мотоциклу. Еще я хочу сказать, что вот опять же, я люблю, когда мотоцикл законченно выглядит не только снаружи, но еще и с водительского места. И здесь вот все кишки проводов, какие-то реле, какие-то клеммы, здесь все это скрыто пластиковыми накладками. И это хорошо с точки зрения того, что, во-первых, это не пачкается, во-вторых, вы когда мотоцикл помыли, вот вы здесь тряпочкой протерли, и здесь у вас все чисто и красиво. Когда у вас здесь изнутри не отделано пластиком, когда у вас здесь висят провода, это все невозможно как следует вымыть. Больше того, когда вы это начинаете мыть мойкой высокого давления, туда попадает вода, это все в какой-то момент начинает какие-то неисправности выдавать. Вот здесь это все закрыто, защищено, и в целом мотоцикл с водительского места выглядит максимально аккуратно, максимально закончено и максимально интересно. И еще мне очень нравится, что здесь прям видны гайки, болты регулировки высоты фары, высоты светового пучка. То есть как много современных мотоциклов вы можете назвать, на которых можно вот просто взять головку, пусть и с карданом, и немножко настроить фару под ваши задачи. Потому что все равно, когда вы сажаете пассажира, грузите мотоцикл, у вас фара начинает чуточку выше светить. Едете один, фара начинает светить немножко вниз. И вот здесь эта регулировка супер удобная. Она, конечно, все-таки под инструмент, и тем не менее пользоваться ей здорово. Так, что еще? Рычаги регулируемые, и рычаг переднего тормоза, и рычаг сцепления регулируются по вылету, и, наверное, все. В общем, с водительского места мотоцикл тоже понравился. Очень аккуратно, очень красиво, очень качественно и очень интересно сделано. Эта улица одна из главных в Белграде, поэтому ничего удивительного, что нам пришлось продираться через пробки. Здесь расположены два королевских дворца, старый и новый. Один династии Абреновичей, другой династии Карагеоргиевичей. В старом сейчас размещается мэрия Белграда, в новом работает президент Сербии. Именно в честь первого короля из семьи Абреновичей, Милана, правившего во второй половине XIX века, и названа эта улица. Подводя итог. QJ Motor SRT 900 в исполнении SX. Это мотоцикл, который меня, честно говоря, удивил. Я про эту компанию слышал много. Алексей Кузнецов в Москве много этих мотоциклов снимал. Я смотрел про них видео на Мотоэксперте, точно так же, как и вы. Но при личном знакомстве
это все равно совершенно другие ощущения, и мотоцикл, честно говоря, прямо впечатляет. Он сделан необычайно добротно, причем он сделан добротно не только для китайского мотоцикла, он сделан добротно даже в сравнении с каким-нибудь среднекуматурным мотоциклом BMW. Я вот реально лазил вокруг него и пытался найти, вот сейчас я найду какой-нибудь непрокрас, найду какой-нибудь страшный болт, найду какую-нибудь ржавую гайку, обязательно ее покажу. Я не нашел ничего. Мотоцикл сделан просто изумительно, все красиво, все подогнано. Литье пластика идеально, зазоры ровненькие, никаких заусенцев, никаких неровностей. Покрашено хорошо, собрано хорошо. Здесь вот змеиные шкурки, оплетки проводов натянуты. Все прям супер аккуратно, супер добротно. И это, конечно, впечатляет. Второе, что меня здесь подкупает, супер богатая комплектация. Кажется, здесь есть все, кроме роботизированной коробки и кроме адаптивного круиз-контроля. Здесь обычный круиз-контроль и двусторонний квикшифтер. Но, собственно, на среднекубатурных мотоциклах роботизированная коробка и адаптивный круиз-контроль – это все-таки разговор ближайшего будущего. Пока такого не предлагает никто. В остальном здесь есть буквально все, что предлагает индустрия, прям вот по верхней кромке. Здесь даже здесь есть седло с обогревом, рукоятки с обогревом, ну вот разве что ветрового стекла регулируемого здесь нет, и это, ну, скажем так, это все-таки недостаток. А в остальном мотоцикл впечатляет. Едет замечательно, подвески великолепные, тормоза с огромным запасом и мотор, почти литровая двойка, почти 100 сил. У вас всегда есть запас на ручке, вы можете ехать с той скоростью, с которой вы хотите. Хотите ехать расслабленно, спокойно, в потоке. Мотоцикл не заставляет ехать вас быстрее и не провоцирует. Он позволяет ехать расслабленно, тихо, спокойно, в свое удовольствие. Хотите открутить. И здесь QJ Motor тоже может предложить. И это мотоцикл, который может ехать очень быстро. Путешествовать на таком мотоцикле, особенно по Балканам, где сочетаются и большие широкие автобаны быстрые с узким однополосным серпантином, где нужно постоянно мотоцикл перекладывать из одного глубокого поворота в другой глубокий поворот и быть готовым, что к тебе кто-то въедет в лоб, и быть готовым на тормозах куда-нибудь уйти вправо-влево. Вот для этих путешествий QJ Motor подходит идеально. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо компании Автопроmet Motors за возможность познакомиться с этим мотоциклом. Также передаю привет компании QJ Motor Россия. На этом все. С вами был Дмитрий Федотов и журнал Мотоэксперт. До скорого!